Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию свой первый обзор, созданный в это непростое военное время. Лично мне работа над ним действительно помогла отвлечься и немного перезапустить мозги. В этом видео мы поговорим о контроллере для управления светодиодными лентами от известного многим производителя MOES. Он имеет 5 каналов управления, 3 цветных, красный, синий и зеленый, и 2 белых, для теплого и холодного света. Тем самым его можно использовать как с одной лентой RGB плюс CCT, так и с двумя, отдельно цветной и белой. Кроме этого, у устройства есть еще ряд интересных особенностей, которые в сочетании с невысокой стоимостью делают его довольно привлекательным в плане приобретения. Тип устройства: RGB CCT контроллер для светодиодных лент. Модель ZLD-RCV, интерфейс ZigBee 3.0. Каналов управления 5, красный, синий, зеленый, а также теплый и холодный белые. Рабочее напряжение 12-24 вольта. Максимальный ток нагрузки до 15 ампер, но не более 6 ампер на канал. Базовая экосистема Tuya Smart Smart Life. Поддержка Google Home, Amazon Alexa. Степень защиты IP20. Рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия, размер 24 на 40 на 90 мм. В отличие от многих устройств для экосистемы Tuya от других производителей, которые приезжают в безликих белых коробках, MOES занимается и вопросами упаковки, а качество, как известно, видно во всех мелочах, начиная с фирменной коробки. В комплекте поставки непосредственно сам контроллер и небольшая инструкция, на одной стороне листа на английском, на второй на немецком. Из полезного в ней это описание сброса в заводские настройки режим сопряжения. Как это делать, я покажу немного дальше. Герой обзора имеет, можно сказать, классическую форму для устройств такого класса – кирпичик. Например, он очень похож на аналогичное устройство от Glidopta, про которое я тоже рассказывал в одном из обзоров. На верхней крышке указаны технические параметры, и тут же находятся зажимы клемм для подключения блока питания и ленты. Сзади ничего интересного нет, просто крышка, которая держится на защелках, и чуть далее мы обязательно под нее заглянем. Как по мне, тут не помешали бы какие-то крепления, потому что в существующем варианте контроллер, кроме как на двусторонний скотч или клей, не закрепить. Еще одна общая деталь с контроллером Glidopta – это дублирование питания. Можно подключить блок питания при помощи стандартного круглого разъема диаметром 5,5 мм, либо при помощи двух проводов. Провода крепятся в клеммы при помощи зажимов. С верхней стороны плоская отвертка, нажимаем на него, просовываем провод и отпускаем отвертку. Все очень удобно, быстро и надежно. С другой стороны разъемы для подключения ленты или лент. Общий плюс и 5 каналов управления: красный, синий, зеленый и 2 белых, теплый и холодный. Такой тип управления называется RGB плюс CCT. С первой частью понятно, а вторая означает изменение цветовой температуры. Регулируя интенсивность свечения каждого из диодов, можно регулировать температуру света от теплого желтого до холодного белого. Тут используется такой же тип крепления проводов при помощи зажимов. То есть, кроме плоской отвертки, для подключения ленты других инструментов не требуется. Перейдем к разборке. Сам процесс несложный. Нужно только поддеть крышку чем-то тонким и аккуратно вытащить. Держится все на защелках, ни винтов, ни клея нет. В контроллере используется модуль ZS2S, это собственная разработка Tuya на базе чипа EFR32 с 32-разрядным ядром ARM Cortex M33, флеш-памятью объемом 768 кБ и оперативной памятью 64 кБ. Управление каждым из 5 каналов осуществляется при помощи MOSFET-транзисторов NCE3050K. Насколько я могу судить по его описанию, запас потоку там большой, если говорить о заявленном максимуме до 6 ампер на канал. Монтаж аккуратный, следов несмытого флюса я не обнаружил. В целом у меня сложилось хорошее впечатление от качества сборки этого устройства. Как можно судить из надписи на плате, это первая ревизия, датированная 8 марта 2021 года. Кроме контроллера в этом тестировании участвует и вот такой компактный блок питания на 12 вольт и с заявленной мощностью на 100 Вт. У него обнаружилась одна неприятная особенность, которую нужно учитывать, о ней дальше в обзоре. Схема простая. Блок питания подключается к бытовой сети 220 вольт. На выходе у него напряжение 12 вольт, которое подается уже на вход контроллера. Напомню, что он может работать и с питанием 24 вольта.
Напряжение выбирается исходя из типа используемой ленты. А вот и лента, которую я буду использовать в тесте. Это как раз вариант на все 5 каналов контроллера. 3 цветных, теплый и холодный белый. Видно, как организован каждый светодиодный модуль. Слева холодный белый, справа теплый, по центру цветная часть. Подключение интуитивно понятно, так как цвета проводов соответствуют цветам свечения, а общий это черный. Нажимаем отверткой на зажим, вставляем в клемму провод, отпускаем зажим, быстро и удобно. После первого включения в сеть лента включилась в режиме синего свечения. Сейчас время перейти к описанию перевода в режим сопряжения. Для этого нужно 5 раз подряд выключить и включить контроллер по питанию. После пятого включения мы увидим вот такой дышащий свет на ленте. Контроллер сброшен и находится в режиме сопряжения. Логическую часть обзора начнем с родного приложения TUIE Smart. Так как рассматриваемое устройство работает через ZigBee, то необходим любой совместимый с TUIE шлюз. Не обязательно от того же производителя. Хотя я использую ZigBee Ethernet шлюз от Moes. Кто не видел обзор, ссылка в описании. Версии прошивок вы видите на экране. Запускаем на шлюзе добавление новых устройств, а контроллер, показанный мной методом, в режим сопряжения. Примерно в течение минуты герой обзора будет обнаружен и сопряжен с шлюзом. Никаких проблем с подключением не возникло. После этого контроллер появится в списке дочерних устройств шлюза и общем перечне системы TUIE Smart. В нем, не заходя в плагин, можно видеть и управлять его включением и выключением. Перейдем к плагину управления. Главное окно предназначено для установки параметров освещения и имеет два режима работы для белого и цветного. Одновременно вместе они не работают, только какой-то один. В режиме белого можно управлять яркостью и цветовой температурой от теплого до холодного. Для этого есть предустановки в виде кругов под переключателем. По умолчанию максимально желтый 0%, нейтральный 50% и холодный 100%. Можно создавать и свои шаблоны, а также плавно регулировать при помощи панели температур. Под ней находится шкала яркости. Аналогично построена и панель управления цветным освещением. Предустановки по умолчанию это базовые цвета красный, синий и зеленый. С помощью панели цвета можно выбирать нужный оттенок и создавать свои шаблоны. Если вы подключили к контроллеру две ленты, цветную и белую, то в один момент времени будет работать только одна из них. В плагине также имеется большой выбор цветовых сцен, в том числе таких, которые плавно меняют оттенок света. Далее идет музыкальный режим, но, как по мне, довольно условный, который использует микрофон телефона, динамически меняет цвет на ленте. Почему условный? Я, если честно, не вижу его практической ценности. Тут есть три варианта алгоритмов для выбора цвета и скорости его смены: ритм, игра и романтичный. И последним пунктом идут специальные настройки и установки. Тут есть много интересного и уникального, того, что я еще не встречал у устройств подобного класса. Всего имеется 5 пунктов. Под названием «План» скрывается биоритм, режим, который предназначен для синхронизации освещения с биоритмами человека. Тут есть довольно много вариантов для выбора, в которых можно указать дату и время для того или иного вида освещения. Обычный, для того чтобы проснуться или заснуть. Даже есть опция «Легкая уборка», наверное в нем должна быть более высокая яркость и холодный оттенок света. Обратный отсчет – более-менее привычная функция не только для светильников, но и для реле, выключателей и розеток. Принцип ее работы заключается в том, что через указанный промежуток времени, а задать его можно от 1 секунды до 24 часов, инвертируется состояние светильника. Если был включен, выключится и наоборот. Опция не работает совместно с биоритмом. Если он активен, выводится сообщение об ошибке. Режим «Не беспокоить» ДНД интересный и своеобразный. Именно этот режим спасает от неожиданного включения освещения, например, среди ночи, при сбое электропитания. Но у него есть нюансы. Если в момент пропадания питания светильник был включен, то он включится и при его восстановлении. Но если был выключен, то нет. Точнее, немного не так. Он моргнет и сразу выключится. Как это происходит, покажу чуть далее. Раздел «Свет по умолчанию» имеет три варианта выбора: память состояния, первоначальный, то есть заводские настройки, и ручная установка. Тут можно выбрать, в каком состоянии светильник будет после следующего включения.
Если установить память состояния, то с теми настройками, с которыми он был включен в последний раз. На всякий случай уточню, этот режим не касается сбоя питания. Если не активен режим ДНД, то при его восстановлении свет включится. Второй режим – это стандартные заводские настройки. А третий позволяет вам вручную выставить тип и яркость света, при котором будет включаться светильник, вне зависимости от того, какие были выставлены настройки перед его выключением. Перейдем к автоматизации. Как и подавляющее большинство устройств Tuya Smart, контроллер работает в обоих разделах. Если, то есть условий, и тогда, то есть действий. Начиная от состояния, включено или выключено, до установки режимов работы, яркости и цветовой температуры. Хотя, если честно, не проверял именно эти режимы на работоспособность, кейсов для их практического применения не вижу. Разве что какие-то варианты определения типа включения освещения в зависимости от его яркости. В режиме действий в принципе все повторяется. И на мой взгляд тут есть несколько недоработок. В частности, можно только включить или выключить свет, очень не хватает опции переключить состояние на противоположное. Далее не совсем понятно, зачем нужно просто переключение режима работы без дальнейших опций. Например, можно выбрать режим сцена, но нельзя выбрать запуск конкретной предустановленной динамической сцены освещения. Из управления светом есть яркость и цветовая температура, цветного режима нет. Ну и закончим осмотр возможностей приложения меню общих настроек. Тут есть информация о поддержке в сторонних системах, таких как Amazon Alexa и Google Home. Есть возможность проверить наличие обновлений для прошивок, на момент тестирования их не было, и при необходимости объединить контроллер с другими, аналогичными по типу работы устройствами в одну группу. Перед тестом контроллера хочу сказать пару слов о блоке питания, который я использовал для этого теста. Должен предупредить, что по крайней мере мой экземпляр устройства издавал весьма ощутимый писк, причем наиболее громкий при выключенном светильнике. При выводе на максимальную яркость писка не было. С другими блоками питания такой проблемы не было. Как это происходит, я попытался снять и показать вам. Скорость отклика контроллера при управлении с приложения Tuya Smart. В целом все очень шустро, задержек я не наблюдал. Принцип работы ленты. В белом режиме, в зависимости от нужной цветовой температуры, регулируется теплый и холодный диод. В цветном режиме работает центральная часть. Динамические сцены, предустановленные в плагине Tuya Smart. Режим «Не беспокоить» не активен. Отключаю питание на контроллер. Включаю назад, загорается свет. Режим выбирается в зависимости от установленного, помнить по умолчанию и свой. Режим активен, больше ничего не трогал. При подаче питания свет на мгновение вспыхивает и тут же гаснет.
Для устройства заявлена поддержка в Google Home. Реализовывается она через подключение своего аккаунта в Tuya Smart. Эта операция разовая, после чего все устройства, которые имеют поддержку управления, будут появляться в списке Google Home. Тут доступно включение, выключение, управление яркостью светильника и установка необходимого цвета либо цветовой температуры, в том числе и через голосовой помощник. Управление при этом происходит через облачную связку с серверами Tuya. Перейдем к Home Assistant, и тут есть несколько вариантов интеграции устройства. Штатная интеграция Tuya, ссылку на урок по ее установке вы найдете в описании под видео, автоматически подтягивает подключенный к шлюзу контроллер, делать дополнительно ничего не надо. Он определяется как стандартный объект домена Light. Тут имеются все необходимые для управления светильником опции: включение, выключение, управление яркостью и два режима освещения: белый со сменной цветовой температурой и цветной. Других объектов эта интеграция не добавляет. Главный плюс этой интеграции – простота. Один раз настроил и забыл, все подтягивается автоматически. Минус – работа через облако и, соответственно, зависимость от интернет-соединения и стабильности работы серверов Tuya. Далее рассмотрим популярную систему управления ZigBee устройствами ZigBee to MQTT, главным достоинством которой является полностью локальная работа. В актуальной на момент тестирования версии 1.24.01 устройство поддерживается штатно, установка внешнего конвертера не требуется. Герой обзора является роутером, то есть приемо-передающим узлом ZigBee сети, способным передавать через себя данные для других устройств, тем самым расширяя как покрытие, так и емкость сети. Вот так выглядит вкладка экспозиции для этого устройства. В самом верху находится выключатель освещения, за ним следует ползунок яркости. Регулировка осуществляется от 0 до 254, где 254 максимальная яркость. Далее идут похожие регуляторы цветовой температуры. Оба имеют ряд предустановок от теплого до холодного и шкалу ручной регулировки. Тут диапазон изменений от 153 холодный белый свет до 500 это желтый теплый. В крайних положениях работает только одна половинка диода соответствующего оттенка. Разница между этими регуляторами в том, что первый устанавливает текущее значение, а второй – это то значение, которое будет при включении, в том случае, если установлен режим света по умолчанию кастомизированный, то есть установленный вручную. Для примера, текущая температура максимально теплая, а при включении должна ставиться максимально холодная. Проверим. Выключаем ленту. Включаем, и активируется режим холодного белого света. Еще тут имеется небольшой набор эффектов, перечень которых виден в выпадающем списке. Однако по факту все эти эффекты действуют совершенно одинаково. При выборе любого свет просто один раз мерцает и все. Режим «Не беспокоит» тут тоже реализован, он работает ровно так же, как я показал в тестировании работы в Tuya Smart. Если он активен, то при сбое питания при выключенной ленте она при подаче энергии моргнет и отключится. Home Assistant устройство пробрасывается через интеграцию MQTT. Вот так выглядит стандартный набор активных объектов, которые появляются в системе. Первый объект – это светильник, домен Light. Ничем не отличается от того, что был в интеграции Tuya. Два режима работы. Белый свет с изменяемой яркостью и цветовой температурой. И управление цветом. В общем, все стандартно и привычно. Но в отличие от рассмотренной штатной интеграции Tuya, тут есть еще опции, в частности, выключатель режима «Не беспокоить». Есть и выбор состояний света по умолчанию. Принцип работы тот же самый, про него я уже рассказал ранее. В целом, работа через ZigBee to MQTT совершенно полноценна, если не считать отсутствие динамических сцен, присутствующих в плагине Tuya. Также я проверил работу с SLS-шлюзом. Это сетевой ZigBee координатор с возможностью как автономной работы, настраивая правила работы при помощи скриптов, так и совместно с Home Assistant через интеграцию MQTT. На дату видео официальный релиз прошивки от 30 января 2022 года. И в данном релизе герой обзора, к сожалению, еще не имеет поддержки. В некоторых случаях можно попробовать подобрать аналогичное по функциональности устройство и, подставив соответствующий номер конвертера, запустить его. Но лучше всего добавить полноценную поддержку всей функциональности, что и было сделано.
Поддержка устройства реализована в прошивках не старше, чем от 1 апреля 2022 года. У меня установлена бета-версия, для всех она будет доступна после официального релиза. Герой обзора корректно определяется, включая соответствующую картинку устройства. Номер конвертера для него 192. Разумеется, что тут он тоже определяется как роутер, приемопередающий узел ZigBee сети. Так выглядит страница состояния устройства в интерфейсе шлюза. Это что-то вроде страницы экспозиции в ZigBee to MQTT, за исключением того, что параметры можно менять, вписывая их вручную, а не при помощи элементов интерфейса. Но для работы с Home Assistant в этом необходимости нет. Не забыли тут и про функцию «Не беспокоить», про нее я уже рассказал подробно ранее. В SLS она тоже работает корректно, я проверил. Думаю, что ее можно назвать фишкой этого контроллера. А так выглядит список объектов Home Assistant, который появляется здесь через интеграцию MQTT. Сущность домена Light с двумя режимами работы, белым и цветным. Все точно так же, как и в предыдущих интеграциях. Переключатель. Он отвечает за работу режима «Не беспокоить», включая и выключая его как из интерфейса, так и при помощи скриптов и автоматизаций. А это сенсор, отображающий режим при включении светильника. Напомню, что их 3, по умолчанию, помнить последний статус и кастомизированы. А вот его придется прописать вручную на шлюзе. Там же есть раздел, где указывается, в каком режиме будет работать светильник при выборе кастомного режима. В целом контроллер получился весьма неплохим, с учетом его бюджетной относительно аналогов стоимости. Под аналогами я имею в виду, например, контроллер от Glidopta, который имеет существенный, на мой взгляд, недостаток – отсутствие режима, подобному «Не беспокоить» у устройства от MOES. В ходе тестов каких-либо сбоев, проблем или недостатков я не обнаружил. Все работает корректно, всегда получается ожидаемый результат. Режим «Не беспокоить», даже с учетом того нюанса, что при подаче питания светильник на мгновение вспыхивает, это однозначный плюс этого устройства. На этом все, надеюсь, видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. В этом месте я обычно говорю про свой телеграм-канал, но в последнее время я не часто публикую там новости. Если вы считаете, что стоит возобновить его работу, пишите в комментариях. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. Всем мира!